друзья, всем доброго утречка. Сегодня 29 ноября, я даже поверить не могу, что это конец ноября и скоро уже декабрь. На улице очень сыро, у нас +2, бесконечно постоянно идут дожди, вот только вот сейчас закончился дождь. Сегодня у меня день уборки, я буду убираться. У меня очень большой дом, 110 квадратов, 6 кошек. У меня очень часто спрашивают, не сложно ли тебе убираться в таком большом доме. Так вот, сегодня, друзья, я вам покажу, сколько уходит времени на уборку в моем деревенском доме. И вообще, сложно ли убирать такое большое помещение? Сейчас 8 утра, уже почти 9. У меня в планах сейчас выкинуть мусор и кое-что купить из продуктов. Идти пешком до магазина где-то 15-20 минут. Смотрите, Буся тут вышла у нас. Вообще на улице, знаете, как будто такая вот поздняя осень или очень ранняя весна. Щебечут птички, как ни в чем не бывало. Вот здесь у меня Кнописа идет, вон, смотрите, гуляет. В общем, иду в магазин. Вот там у меня уже стоит мешок с мусором, мне нужно его забрать. А вот здесь белочка пришла. Белечек. Кошек я уже выпустила, покормила. Они меня с самого утра гуляют. Вот здесь Бусечка, Белка, Кнописа. Вася с Масей куда-то убежали. Ой, нюхаются сестренки. Ой, ты, боже мой, нюхачки. Так, друзья, вот так выглядит дорога до магазина. Хотелось бы, конечно, чтобы она была усыпана снегом. Но, к сожалению, так. Вот меня Белочка провожает. Белек, иди домой. Иди домой. Я скоро приду. Провожает хозяйку. И Буся вместе с ней. Девочки. И Маська пришла. Масюта. Девчонки бегут за мной, смотрите. Девочки, нельзя за мной ходить. Вы чего? Я скоро приду. Буся, уйди. Уйди, нельзя. Вот ведь. Буся, туда нельзя ходить. Вот увязались за мной. Вообще, редко они за мной бегают, а сейчас вот что-то побежали. Все, у них боятся меня, боятся отпускать. У нас в конце улицы стоит мусорный бак. И там я выкидываю мусор. Это надо видеть. Смотрите, они уселись вдоль дороги. Мася, Белка, Буся. И провожают меня. Дальше боятся идти, потому что тут собаки. Мася, не ходи сюда! В общем, вот, друзья, такая хмурь у нас. Хмурная погода. Я иду из магазина уже. И посмотрите, трофей какой у меня оттуда. Я купила продуктов и не удержалась. Купила ностальгию. Тут прям так и написано. Ностальгия. Значит, это местный лимонад местного производства в стекле. Кстати, эко. Сейчас очень модно в стекле всякие напитки покупать. Считается, что это очень экологично, в отличие от пластика. Смотрите, Барбарис. Очень вкусный лимонад нашего местного производства нижегородского. Такие у нас здесь трофеи в магазинах местных, которые вы не купите нигде. Только вот здесь местные. В местных магазинчиках таких деревенских. Тут на этикетке прямо написано «Любимый вкус детства». Понимаете? Я когда его пью, я вспоминаю реально детство бабушки. Смотрите, какая реализация погреба. Мне очень нравится. В виде такого афрейма, да? Просто треугольничек, воткнутый в землю. Аккуратненько такого покрасили. Хорошая хозпостройка. Мне кажется, я тоже такую хочу теперь. Хотя у меня достаточно хозпостроек. Но интересно сделано, да? Смотрите. Красиво. Вот такая атмосферка у нас накануне декабря. Ну, вы, наверное, это видео будете смотреть уже в декабре. Я-то снимаю его в конце ноября, а выйдет оно в декабре. Здесь у нас в деревне очень много благоустроенных домишек таких. И они все скуплены, друзья. Все, которые пригодны для жилья, более-менее, они все скуплены. Когда я сюда приехала, только-только начала обустраиваться, у нас здесь продавалась пара жилых домов. И они, их сразу скупили. Как только я завела блог, стала показывать видео нашу деревню, и местные все польстились на эти пейзажи прекрасные наши. И скупили все дома, которые более-менее жилые. А остальные у нас такие, знаете, разрушенные. В них нужно много вкладываться, чтобы жить там в них. А жилые дома здесь выглядят красиво. Но они ухоженные, сразу понятно, что сразу их скупают.
Вот здесь, например, домик мне тоже нравится, очень красиво. Вообще это аномалия для нашего региона. Такая вот погода. Уже начало зимы. Обычно у нас уже в это время лежит снег вовсю. Но, как видите, не очень стела местная. Вот я иду по улице по своей. У нас здесь на улице, видите, очень много разрушенных домиков вот таких вот. Уже без крыши стоят. Меня спрашивает Наташа, есть ли у тебя там дома на продажу? Ну вот такие вот. Но вряд ли кто захочет их покупать. Тут даже, чтобы снести, нужно вложиться в это. А вот здесь чей-то местный огородик, бывший, с бывшей этой, господи, теплицей. Ну, конечно, у нас есть и добротные дома. Сейчас я покажу. Вот такие, например. Или вот такие. Вот, смотрите, хороший домик, но он кирпичный. И там еще виды здесь прекрасные, как видите. Вот этот домик вообще красивый. Хозяин за ним хорошо ухаживает. Очень красивый дом, особенно зимой смотрится прикольно. И виды какие за ним, смотрите. Вау. Вообще любой деревенский дом, который вы покупаете, нужно вкладываться прилично. Даже вот такой вот красивый. Вот. Потому что очень много нюансов у старых построек, в которые нужно вложить приличные деньги. Сейчас я вам еще покажу пару разрушенных домов у нас на улице, которые... Вот еще смотрите, какой домик. Возле древнего дерева. Эффектно смотрится, с прекрасными пейзажами, но он очень разрушенный. Или вот позади меня тоже уже заброшенный дом. Они все уже такие, знаете, ветхие и для жилья негодные. Сейчас покажу еще. Вот, смотрите, в каком он состоянии. Хотя пейзаж там за ним прекрасный. Но жалко даже вкладываться в такой. Вот и все, почти я и дома. Иду к своим котейкам и убираться в доме. Буся бежит меня встречать. Ты моя девочка. Она сидела все это время здесь, пока я ходила. И бежит за мной. Буся, ты мой сладкий. Ты пришла. Я пришла, да. Пойдем домой. Давай, я тебя возьму. Вот так. Вот. Бусюша меня встретила. Ты моя девочка. Картина маслом. Здесь на крыльце сидит Вася, Кнопа. Кнописа, пойдем. Смотрите, сидят, ждут. И Бусечка уселась. Ребятки, ждете меня, да? Ну, пойдемте домой. Пойдемте, пошлите. В общем, друзья, уборку я начинаю с того, что убираю с пола все, что не приколочено. Ну и, конечно, стряхиваю пыль отовсюду. Это нужно для того, чтобы мне было удобно убирать пол. На это уходит у меня минут 15 где-то на весь дом. Точнее, на все помещения, которые есть в доме. И в спальне, и на кухне, и в дальней комнате. Начну я с уборки полов. У меня есть для этого помощники. Значит, у меня есть робот-пылесос и есть вот такая вот швабра-пылесос. Ну, в общем, швабра удивительная просто вещь. Она большая помощница мне в уборке. Сейчас я вам покажу, как она работает. Так, значит, друзья, я начну уборку с того, что сначала отмою самые грязные места, которые у меня есть на полу. Обычно это место возле кошачьей кормушки, вон там. Я его отмою, а потом уже включу робот-пылесос, который мне уберет всю площадь дома от пыли. А самые загрязненные места я убираю вот именно вот этим шваброй-пылесосом. Сейчас я вам его покажу. Значит, сначала я заливаю специальный резервуар у этого пылесоса воду, а потом еще добавляю туда специальную жидкость, которая помогает лучше очищать пол. Эта жидкость шла в комплекте вместе с пылесосом. Она действительно очень хорошо помогает убирать загрязнения. Ну и вот я убрала все миски, чтобы удобно было убираться пылесосом. И начинаю отмывать все пространство под ними, потому что кошки там очень сильно все загрязняют. Честно говоря, я сейчас даже уже не представляю, как я раньше могла обходиться без этого швабра-пылесоса. Раньше я мыла полы исключительно швабрами и тряпками. И на это уходило очень много времени, если честно. И я очень сильно уставала после этого.
А теперь я с легкостью отмываю все самые тяжелые загрязнения и даже не касаюсь при этом грязной тряпки и грязной воды. Особенно я радуюсь этому пылесосу, когда убираюсь в своей спальне. Там у меня белый линолеум, и его постоянно приходилось оттирать. А теперь все с легкостью отмывается. Ну и на кухне, как вы видите, у меня достаточно большое пространство. Здесь особенно грязно, потому что здесь постоянно я готовлю, здесь постоянно тусят кошки, которые приходят с улицы. Ну а особый кайф у этого швабропылесоса в том, что он еще дополнительно сам отжимает воду, которая накопилась на валике, и сам сушится, представляете? То есть я вообще не касаюсь грязной воды и грязной тряпки. Вот, смотрите, вот так вот он сушит щетку. Вот здесь вот грязная вода в капсуле. И вот так вот он шумит, сейчас минут 30 будет ее сушить. И потом все будет чистенько. Останется только вот эту капсулу снять, слить воду и все. В общем, от уборки я теперь больше кайфую, чем устаю. И если вы себе захотели такой же, то я вам очень рекомендую его купить. Ссылку на этот пылесос я оставлю под этим видео. Ну а потом я уже пускаю в дело робот-пылесос. Ну, в общем, вот я включил Дуняшу, она сейчас начнет убирать дом по зонам. Вот, сначала вот эту часть дома уберет, потом пойдет в спальню, потом возьмется за эту часть и потом уберется уже здесь. Ну а пока моя горничная Дуняша подметает пол, я не теряю времени зря и мою окна. А еще в процессе уборки домой забежала кошка Мася. И, конечно же, ей нужно отмыть лапы в ванной. Вообще, я думаю, может быть, лапомойку какую-нибудь для кошек купить. Кстати, напишите в комментариях, кто-нибудь из вас пользуется лапомойками для животных, как они, удобные, неудобные, есть ли вообще смысл их покупать. Вообще в сухую или морозную погоду я никогда не мою лапы кошкам, их запускаю в дом спокойно. Но вот в такую слякотную дождливую погоду, конечно же, приходится постоянно им мыть лапы. А еще я вам в прошлом видео рассказывала, что у меня на крыльце с крыши течет вода, когда идет дождь сильный. Вот за ночь налилось столько, что приходится собирать ведро тряпкой все это дело. Вообще раньше крыша текла еле заметно, но сейчас как из водопада оттуда льется. Я жду не дождусь уже морозов, снегов, когда это закончится. Потому что начинать ремонт крыши в начале зимы — это какая-то не очень хорошая затея. Да и погода какая-то странная. Непонятно вообще, что от нее ждать. Хорошо, что по тем местам, где течет крыша, стоит столик, покрытый пленкой специальной такой. И он не намокает, и крыльцо не намокает, можно убирать воду. Ну и, конечно же, я убираюсь на крыльце и на веранде, вытряхиваю всю грязь, коврики, мою, подметаю. Потому что погода, знаете ли, такая, за неделю набирается ого-го сколько всего. А еще я наконец-то решила снять новогоднюю гирлянду, которая мне раньше служила подсветкой на кухне. Ну а теперь я купила себе умную светодиодную ленту, и, конечно, эта гирлянда уже не нужна, поэтому ее нужно отсюда снять. Чтобы вы понимали, это очень тоненькая гирлянда роса на проволочке на 200 метров. Вы представляете, сколько я вот здесь с ней возилась? У меня болело все после этого, и спина, и руки, и шея. Вообще, хорошо бы эту гирлянду повесить на новогоднюю елку, но она у меня, к сожалению, сломалась. У меня была старенькая искусственная елочка, у нее отвалился этот, как его, держатель или что, ножка. Ну, в общем, она уже непригодная. Она облетела, осыпалась, и вешать на нее вот такую новую добротную гирлянду будет, конечно, обидно. Поэтому я пока не знаю, куда ее приспособить, пока еще думаю. У меня в любом случае будет новогодний букет из еловых веток, которые я наломаю с елей на своем участке. Вот. А что будет с елкой, я пока еще не знаю. Возможно, вообще никакой елки не будет. Ну, в общем, друзья, на уборку всего дома у меня ушло где-то около 4 часов. Раньше это занимало намного больше времени, потому что у меня не было техники для уборки. Но сейчас это намного проще. Друзья, хотела вам показать, как я укрыла эти подоконники жидким стеклом, но здесь белочка. Ты боженький. Посмотрите на мордесю. Ну, как эту девочку тревожить. В общем, здесь плед, а под пледом
Вот жидкое стекло. У меня совсем чуть-чуть его осталось. И поэтому вот эти ушки у подоконника нечем закрыть было. Она была короткая. Ну, хотя бы так. И, кстати, сцепление у пледа теперь хорошее. Он не скатывается, не падает из-за того, что... Ну, вот сам подоконник, он скользкий, и плед соскальзывал. А вот на этой пленке он держится очень хорошо. Жидкое стекло это называется, да, вот такая вот она. Вообще, по-нормальному бы сделать так, чтобы и ушки были вот эти вот закрыты, потому что кошки лапами наступают сюда. Но, к сожалению, большой кусок пленки в основном ушел на вот этот столик. Вся длина ушла на этот столик. Там остатки у меня остались, я чуть-чуть прикрыла, насколько это возможно, но только 2 подоконника у меня получилось прикрыть. Вот, а основная часть вот пошла на столик. Но я, наверное, потом побольше закажу этой пленки и сделаю уже по-нормальному, укрою все подоконники. Вот, а пока я довольна уже тем, что у меня хотя бы столик укрыт. Кстати, в прошлом видео я показывала, как я укрывала этот столик этой пленкой, этим жидким стеклом. И вы все писали мне, Наташа, не нужно было клеить это жидкое стекло на вот эти вот, на этот скотч двусторонний прозрачный, да. Якобы это жидкое стекло, оно само прилипает к поверхности. Но дело в том, что, да, оно прилипает к поверхности, друзья, но только к гладкой поверхности. А у меня вот этот столик, он получился шероховатым. Не знаю, как показать. Ну, в общем, краска, она такая, знаете, какая-то слишком густая. И под валиком она получилась такой шероховатой текстуры. Поэтому это стекло, оно не прилипает. Даже если его намочить, это не помогает. Поэтому идеальным вариантом было просто вот приклеить вот на этот скотч. И я уже довольна этим результатом, потому что мне можно протирать этот столик. У меня не скользит ноутбук на этом столике, потому что он под уклоном поворачивается. Я его все время кручу вот на этом кресле. Кто-то, кстати, писал, что можно было завернуть углы вот туда. Вы знаете, мне кажется, вот эти вот круглые углы, они бы не дали пленке нормально завернуться. Где-то бы обязательно все торчало. Конечно, было бы эстетичнее изнутри ее закрепить, но... вот эти круглые углы с круглыми углами вряд ли можно было бы это реализовать, эту идею. В общем, в любом случае меня устраивает то, что есть и так. Это функционально, пусть не так эстетично смотрится, как всем хотелось бы, но самое главное, это функционально. И можно протирать столик. Друзья, в природе творятся какие-то вообще странные вещи. Смотрите, почки на черной смородине зеленеют. Они собираются распускаться, смотрите. Летом я забыла, кстати, насобирать листьев для чая. Обычно я собираю смородиновые листья для чая, замораживаю их на зиму, потом завариваю чай. Но я сейчас смотрю, очень много почек на черной смородине и думаю, может быть, мне взять пособирать сейчас почек на чай. Посмотрите, а. Что творится вообще с природой, а? Взяла баночку, сейчас буду собирать вот эти вот почки, чтобы заваривать чай с смородиной. Ну вот, насобирала я совсем чуть-чуть на одну заварку в чайник. Они так вкусно, ароматно пахнут. Вот так вот. Такая погода у нас, такая природа сейчас удивительная. Ну, сегодня после баньки попью чая ароматного с черно-смородиновыми почками. Кстати, обожаю банные дни. Даже несмотря на то, что у меня дома есть санузел, я могу в душе помыться, но баня – это особое удовольствие, друзья. Там не только можно помыться, но и расслабиться, попариться, а также погреть свои косточки. Особенно если болит позвоночник, суставы, если отогреваться в бане, то все это быстро проходит. Боже мой, я не верю, что это ноябрь. Конец ноября, на минуточку. Как будто бы сентябрь. Что с погодой вообще такое происходит? Что с погодой? Что с природой? Обалдеть. Кнопа! Кнописа! Домой пойдешь, да? Мурр! Бежит. Что, домой захотела? Ну, пойдем. Ну, в общем, на сегодня и все, друзья. Всех благодарю за внимание, за лайки, подписки, комментарии, донаты. Увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.